Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Второй прогноз на следующую неделю. Давайте посмотрим, да? С 9 по 15 марта. С 9 по 15 марта. Это уже середина марта будет. Дальше еще интереснее и жарче что-нибудь, да? Ну, такое хорошее. Конечно же, хорошее будем привлекать. Вот. Старшие арканы тасую. И один старший аркан будет отвечать за общий энергетический фон следующей недели. С 9 по 15 марта. Дальше. Послание стихий. Тоже достаю одну карту. Посмотрим, что стихии расскажут про неделю с 9 по 15. Угу. И гексаграмма «Книга перемен». Почитаем ее в конце расклада, послушаем, что она расскажет о следующей неделе, и сравним, что будут тут карты говорить. Такая карта. Так, беру сюда. И начинаем. Так, настраиваюсь. Общий фон недели с 9 по 15 марта. Колесница, да? Колесница, ну смотрите, несмотря на внешние сложности, ну и по колеснице какие-то эмоциональные качели, ваш внутренний потенциал, он огромен. Он огромен. Общий энергетический фон следующей недели – это источник энергии. Энергии движения, энергии силы, энергия загадывания каких-то новых, не знаю, даже ребусов для себя, да, чтобы их пройти и получить то, что ты хочешь. И встреча с людьми, которые, да, тебе нужны. Вот именно вот на следующей неделе будут нужны. Такое вот. Ну, есть внешние какие-то сложности, да, и есть эмоциональные качели в вашей жизни, немножко есть. Но еще раз скажу, внутренний потенциал, он огромный. Источник энергии здесь идет как внутренняя природа ваша. И, кстати, умеете и обуздать свою природу, потому что иногда это нужно. Природа, давайте я вас немножко опишу, то, что я здесь увидела. Вы действительно вот внутри, как будто бы вот источник какой-то силы и энергии, вы сами. Но иногда вы себя закрываете, поэтому и энергия отсюда идет. Твоя внутренняя дикая природа, вот так даже скажу, и одновременно умение ее обуздать. Это то, что сейчас именно нужно тебе. Вы много сталкиваетесь с ситуациями, которые не можете разрешить. Но если немножечко вот повернуться вокруг своей оси и успокоиться, решение придет. Решение придет. Очень такой, знаете, энергия в движении. Очень... Вот серьезно хочется сказать, эмоциональная неделя, но и в то же время вы можете этого не допустить. Я тоже это здесь вижу. Немножко энергии борются друг с другом, поэтому их очень сложно прочитать. Это получается, что неделя сама по себе будет бурной, и если да, вам нужно будет что-то делать, куда-то стремиться, ваши лошадки вот с вами, все получится. Но если вдруг вы почувствуете слабость, почувствуете усталость, почувствуете нервное истощение, то тут именно нужно будет это все обуздать и успокоиться. И не торопиться. Вот 2 лошадки, и да, неделя немножко двойственная будет. Где-то нужно будет прикладывать свою силу,
да, и побегать, 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 а где-то все-таки успокоиться и отдохнуть. Ну, потому что колесница, она, видите, как на двух лошадках, чтобы они не разбежались в сторону, ну, каждый в свою. Вот это вот как раз-таки не нужно. Нужно, чтобы они рядышком шли. Что еще? Ваша сила – это, ну, она приходит к вам через вашу мягкость, ваше терпение и ваша уверенность, но уверенность в себе вот этой неделе. Вот, не знаю, вот она вам покажет, реально покажет, где себя проявить, а где не надо. Вот уверенность в себе в любом понимании – это то, что нужно будет вам на следующей неделе, на неделе с 9 по 15 марта. Кстати, по колеснице физические нагрузки, йога, потом еще можно так лошадки, контакт с животными, они дадут вам колоссальный заряд. Если вдруг будет упадок энергетических сил, ну, не знаю, надо, не надо физические нагрузки делать, сами решите. А вот йога, и если не любите йогу, значит, животных покормить, погладить, даже если нет дома, это вам даст колоссальный заряд. Они как будто бы вот с вами на одной волне, животные. Вы способны будете справиться с любым давлением на следующей неделе, на неделе с 9 по 15 марта, потому что да, оно будет присутствовать. Но лучше всего, еще раз повторюсь, сохраняя спокойствие и внутренний стержень, у вас все получится. Спокойствие, внутренний стержень, погладили, покормили животное на улице или дома, да, кошечку, собачку, там еще что-то, кто-то. И все, вы идете уже в свой нормальный путь и получаете то, что нужно. Такая вот эмоциональные качели, да, присутствуют. И движение тоже качелеобразное. Ну, колесница, что скажешь. Так, давайте посмотрим жезловая масть. Угу. Планы реализации, действия, поездки, встречи с 9 по 15 марта. Ну, есть такое, есть. Я ее уже как только пачечку эту достала, подняла, вернее, я почувствовала, что есть что-то, что потребует от вас, от тебя, да, погружение в детали, погружение в ручную работу. Вот ручная работа будет очень-очень вам полезная. И погружение в саму себя. Погружение, это, да, это вот такая неделя, она потребует. Ну, с этого вы получите, не знаю, может быть, источник дохода какой-то откроется, может быть, источник для успокоения или решения какой-то проблемы, или даже нервозности, да, решение, чтобы вот она ушла, эта нервозность, наконец-то. Но придется, да, потрудиться. Где-то, может быть, от кого-то закрыться, а где-то, может быть, один на один с кем-то поговорить, наконец-то. Вот один на один, чтобы никто не слышал. Планы. Ну, планы у вас, много планов по жизни, в принципе. Действия. Ну, период идеален для обсуждения, шлифовки, какой-то, вот, образно говоря, шлифовки, да, каких-то текущих проектов, вопросов. Если вы что-то долго откладывали, то сейчас самое время сесть и доделать. Вот присядь, закройся от всех и доделай. Ну, либо с кем-то. Успех вы получите на следующей неделе. Вы будете радоваться, но через упорство. Знаете, ваша жизнь она сама по себе удача. Вот удача. Сколько бы вам ни пришлось переходить, да, в своей жизни и плохого, и серого, черного, белого, но ваша жизнь — это удача. Но
Удача, она рядом с вами. Она иногда отбегает в сторону, но потом опять притягивается. По вот этой колеснице следующей неделе именно неделя упорства. И потом вы свою удачу, свое счастье, свою радость вы получите. Вот даже такую, что не ожидаете. Но с 9 по 15 марта здесь, да, здесь нужно будет и побегать, и заставить себя отдохнуть, и, да, упорство прикладывать. Ручная работа — это важно. Что-то именно руками поделать. Даже вот просто пазлы собрать. Не знаю, там бисер, да, бисер пособирать там в какой-то браслетик хотя бы. Что-нибудь вот такое вот, это вас успокоит и даст открытие каким-то новым решениям. Как будто вот решение придет. На следующей неделе верьте в удачу, но больше упорства. Больше упорства. Давайте я возьму классическое таро. Посмотрим еще, да, план реализации действий, поездки, встречи с 9 по 15 марта. Нулевой аркан паж жезлов. Пятерка жезлов, вот. Борьба, упорство, не знаю, там разбирательство, новые вложения, доделывание старого. И спокойно выходите, да, на что-то новенькое. Если вы планируете какие-то поездки, какую-то дорогу, она должна иметь четкую цель. Если у вас просто «ай, давай туда съездим», ну съездите, конечно же, отдохните. Но если это больше касается денежных, допустим, вложений или вложений на будущее, да, то здесь лучше четкую цель себе поставьте. Если это командировка, значит командировка. Если это какие-то закупки, какие-то покупки, значит да. Обучение, приобретение, да. А вот спонтанные путешествия, да, могут показаться немножко скучными и, в принципе, ненужными. Но там вы хотя бы отдохнете. Так что тоже из этого можно будет что-то выбрать. Но деловые поездки принесут конкретный результат. Деловые поездки принесут конкретный результат. Дело прежде всего на следующей неделе. Как-то так, как-то так. Ну вот, видите, в ваших руках вот это пентакли. Это деловые поездки, это четкие цели. Это самое важное будет на следующей неделе. Поэтому здесь и колесница двойственная. С одной стороны хочется отдохнуть, уже расслабиться, а с другой стороны неделя говорит, вот придется еще в упряжке побыть. Вот такая вот неделя. Ну, что еще тут будем смотреть, что там скажут. Может быть, что-то по-другому будет, да? Так, встречи. О, встречи. Сейчас. Дьявол выходит. А ну еще тогда. Король кубков. Общение будет, но особенно вот по вот этой карте сразу понятно, да, с глазу на глаз с кем-то поговорите, а может быть по каким-то вопросам. Общение будет, но оно крутится больше вокруг работы, вокруг общих обязательств, вокруг общих интересов. Это время, оно больше как время профессионалов. Говори по делу, демонстрируй мастерство, и тебя оценят по достоинству. Потому что, да, может такое произойти, что вас куда-то по дьяволу захотят увести, как в прошлом. Шестерочка кубков — это как воспоминания разговоров, встреч о прошлом. И не поддавайтесь этому, не вспоминайте слишком детально то прошлое, кто захочет об этом поговорить, потому что вымотаетесь, нервозность будет и все такое. Не нужно это вам на следующей неделе. Либо мужчина придет из прошлого и захочет проявить себя, а вам это не надо будет, допустим, тоже уходите от этого разговора. Если вам наоборот захочется с этим мужчиной поговорить, встретиться, то говорите по
ситуации. И опять же, не обсуждайте прошлое. Не обсуждайте. Только вот в новое русло все направляйте. Вот тогда будет да, то, что хочется. Если будете вспоминать, если будете что-то мусолить, как говорят иногда, да, то будет по дьяволу очень неприятно. Но мужчина вот придет в вашу жизнь, либо вы к нему подойдете и будете о чем-то разговаривать. Встреча будет с мужчиной. Вот, принесет что в конечном итоге? В конечном итоге у мужчины еще один выходит, еще с одним. Ну вот с каким-то, ну еще карта. Еще. Еще один мужчина. В принципе, эти карты то же самое говорят, что я уже по тем сказала. Если что-то будет обмусоливание прошлого, каких-то недостач, недоделок, потихонечку уходите от этого разговора, иначе причините и себе боль, и кому-то еще. А вот если будет решаться какой-то основной крутой вопрос, да, который уже на будущее, просто вот перспективно открывается, вот тогда вы получите удачу, счастье, радость и реально какие-то такие интересные долгожданные перспективы. С мужчинами вы пообщаетесь. Здесь не женщины выходят, здесь мужчины выходят. Король пентаклей денежный, король кубков по поводу отношений и король, там я уже убрала, да, выходил еще один король, в общем. Вот такое. Так, что еще? Люби себя, вкладывайся в себя и в нужные идеи, в нужные планы. И у тебя все будет в твоих руках, у тебя все получится. Все, предупреждение есть, карты рассказали, да. То, что надо, рассказали. Давайте смотреть. Пентаклевая масть. Финансы. Финансы следующей недели с 9 по 15 марта. О, жадность. Карта жадности. Ну, во всяком случае, по этой карте вы 100% можете выдохнуть. Финансовая ситуация под надежной защитой. Видите, как он держит, да, свой мешочек. Никому не отдам, мое со мной. Мое обязательно со мной. Здесь вы можете выдохнуть. Финансовая ситуация реально будет под надежной защитой. И от энергии недели, и в ваших руках. Но это карта хозяина денег. Это карта хозяина денег. Возможны крупные поступления в вашу жизнь, да, в вашу работу, в какие-то... Кто-то вас попросит что-то сделать, ну, подсказать и заплатит за это, да, либо действительно что-то сделать и вам заплатят за это. Может быть, вы провернете какой-то свой новый план и тоже доход хороший получите. На работе, может быть, выплата будет, премия, получение прибыли от каких-то давно запущенных дел открыться может именно на следующей неделе. Так что да, это карта хозяина денег. Возможно, крупные поступления. Ну, еще раз скажу сейчас, да, премии, получение прибыли от давно запущенных дел. Есть такое. Сейчас беру классическую колоду. Так. Вот, четверочка. И тут тоже она вышла. Значит, 100%. 100% все так, как первая уже сказала. Смотрите, если вам нужен финансовый совет, вы, скорее всего, даже по картам обратитесь. Вот мужчины выходили к какому-то авторитетному мужчине или профессионалу. И вы не прогадаете. И вы не прогадаете. Не решайте спонтанно что-то. Закройтесь от того, что вам уже не надо или что вы, в чем вы сомневаетесь. Открывайтесь только там, где вы хотите, где вы чувствуете себя силой. И вы получите свой капитал, свой доход, свои премии, опять же, да, и похвалу. И похвалу, что на вас будут смотреть и гордиться вами. Вот. Ну да, здесь, ну давайте еще карта, что скажет.
Это дорога, разговор. Опять дьявол вышел. Сейчас. Опять по поводу вот самое главное, не делай так, как делал в прошлом. Сделай что-то заново, с нуля. Поменяй себя, поменяй тактику, поменяй мышление свое на более вот настоящее, сегодняшнее, а не как раньше. Вот это вот самый главный посыл сегодня, наверное, в раскладе. И получишь победу свою, и наконец-то получишь радость свою. Да, тебе, если нужен будет финансовый совет, все, обращайся к человеку, не делай ошибки, которые уже делала. И не обращайся к людям, которым ты не доверяешь. Ну, по дьяволу, как раньше. Не обращайся к людям, которым ты не доверяешь, в которых ты сомневаешься. И даже если кто-то что-то скажет, а ты сомневаешься, значит, еще к кому-то обратись. Пусть тебе там подскажут. Но на победу все будет. Неделя, она больше подходит. Маг выходит здесь. Ну да, 4 стихии в твоих руках, и еще и туз мечей. Неделя больше подходит для каких-то инвестиций в недвижимость, в технику, во что-то интересненькое такое для вас, да, для крупных покупок. Вот время то, что нужно будет. Для крупных покупок вся неделя такая. Хотя, с другой стороны, раз дьявол вышел, я сделаю такой расклад на неделю. 3-й не лишний будет. 3-й не лишний на следующей неделе. С 9 по 15. Смотрите, здесь все-таки, если кто-то вам будет что-то советовать, перепроверяйте, раз дьявол выходит. Ваша победа, да, у вас в руках. Вы многое что сможете сделать, получить, радоваться. Но если у вас уже когда-то в прошлом были какое-то воровство, кто-то вам посоветовал, допустим, стиральную машину не такую, как надо, либо консультант в магазине, допустим, да, сказал, вот это хорошее, это нет, вы принесли домой, оно поломанное, допустим, так, или где-то заказывали, заказ свой делали, и тоже пришло что-то не такое. Вот здесь будьте внимательны. В остальном у вас идет победа, решение, и денежки ваши. И радость от покупок тоже ваша. Потому что по-новому все. Вот взгляд на все это по-новому будет. Ваш бюджет стабилен как никогда. Только есть вот это маленькое предупреждение по поводу прошлого. В остальном превосходно. Ваш бюджет стабилен как никогда. Вы будете радоваться и будете довольны. Реально радоваться и удовольствие, и все такое. Так, дальше давайте. Кубковая масть. Это эмоциональный фон следующей недели. Принцесса чаш. Мечты, 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 воспоминания, да? Но скажу так, что самая непростая и глубокая зона этой недели — это, да, эмоции. Это эмоции. Эмоции будут похожи на прилив. Сейчас сразу беру эту колоду. На прилив. Вроде бы как радости. Да, вот как радость такая. Но и в то же время могут оставлять какую-то неясность. Сейчас посмотрим. Паш кубков, принцесса кубков, император, мужчина, пентаклевая пятерка. Реально. Эмоциональный фон, он немножко, опять же, даже по колеснице. Такой вот. Самая непростая глубокая зона этой недели. Эмоции будут похожи на прилив, серьезно. То накрывать будут с головой, то уходят и оставляют неясность. Вот что-то такое здесь идет, потому что здесь вроде бы как с головой, да, вот накрыли. Мужчина интересный вроде бы, но и в то же время по пентаклевой пятерке
Ну и так как темная белая лошадка есть, да, оставлять могут неясность и уходить куда-то. Вот прилив приходит, уходит. Отношения возможны, очень даже хорошие. Но будьте внимательны к этому императору. Возможны моменты недоверия, скрытые какие-то мотивы или просто странное подвешенное состояние. Если произойдет ссора, скорее всего, она будет основана на догадках, а не на фактах. Остерегайтесь интриг, но и в то же время романтические свидания могут оставить очень интересное послевкусие. Странное немножко, но интересное. Опять прошлое. Хорошо. Скажу, для кого нужно. Вот как бы расклад общий, но вот, возможно, у вас такой вопрос, да? А что по поводу тут, если придет мужчина из прошлого или придет, с которым мы поругались недавно? Смотрите, это неделя с 19 по 15, с 9 по 15 марта. Она реально немножко качелеобразная. И реально могут быть приливы. Вам обязательно нужно остерегаться интриг и не идти на поводу прошлых моментов прощения. Если произойдет ссора, ну не знаю, просто уходите от этого. Не надо ее продолжать. Это не ваше. Все, этот человек даже может не ваш. Вот романтическое свидание, оно будет. Но если у вас есть, как это сказать, давайте так скажу, есть на следующей неделе риск идеализировать партнера, а потом вдруг разочароваться. Совет: сейчас не время для выяснения отношений в лоб. Подожди, пока туман какой-то там между вами рассеется. Вот. И старайся не принимать близко к сердцу какие-то ночные, не знаю, там мысли, разговоры, свидания. Вот как. Дайте-ка я еще посмотрю. Как бы карты, да, дали мне этот посыл. А хочется так хорошего, да? Хочется чего-то такого. Ого-го. Ну, в вашем доме вот 4 жезлов выходит. В вашем доме, в отличие вот от прошлого, пустоты, свиданий, да, вот свидания. Ну вот как здесь карты сказали. А вот в вашем доме вроде бы как сильная энергия, хорошая энергия. Ну хорошо, давайте такой вопрос. Если новый человек, с ним как? Романтику начинать, да, эмоциональную? Луна. Туман Луны рассеяться должен. Нет, следующая неделя не для ярких романтических свиданий, скорее всего, и больше как просто удели время себе и каким-то денежным вопросам, каким-то планам, переездкам, каким-то выяснениям. Если ты не будешь ссориться, а просто поговоришь, это то, что нужно. Ссоры не для тебя, ну потому что ты и себя можешь обмануть, и тебя могут обмануть. Потому что, смотрите, если вы будете эмоционально открыты, вы можете даже пропустить момент, где вас по деньгам обманут. Так что да, следующая неделя, неделя с большого, хорошего проектового стержня, но эмоции на любовь немножко вот в Луне. Странная неделя, да? Ну ничего, зато вот эти 7 дней пройдете, ну не знаю, как на исправление каких-то действительно важных ошибок, важных каких-то моментов, да, чтобы их исправить, улучшить, понять, принять и не допустить. А на следующей неделе уже посмотрим. Кстати, давайте сейчас в конце еще посмотрим, а что в выходные подарят вам, да, именно вот выходные, допустим, суббота. Так, все пока что. Эмоциональный и странный, конечно, фон. Ну, давайте дальше.
Да, и еще раз скажу, повторюсь, реально как совет от этого всего, что я сейчас увидела, не время для выяснения отношений в лоб. Если вы хотите что-то выяснять, просто поговорите и разойдитесь. Либо давай потом, вот так скажите. Потому что не надо вам так сильно цепляться, подвешиваться вот в это состояние. Упустите возможность хороших моментов, которые вам именно по судьбе назначены. Вот. Ну и да, там Луна все-таки вышла, так что пока Луна не уйдет и туман не рассеется, старайтесь не принимать близко к сердцу то, что вас тревожит и где есть переживания. Мечевая масть. Давайте посмотрим острые моменты следующей недели. Если все-таки такие будут, пусть карты расскажут. 4 мечей. Ну, это момент исправления. Момент исправления. Знаете, после 4 идет 5 мечей. Поэтому вы в каком-то переходном периоде сейчас. Но 4 тоже предупреждает. Мечи есть, вот оглянись и посмотри, да? Карта все-таки предупреждает. Я сейчас доложу ей классикой, уточню. Предупреждает о возможности каких-то конфликтных ситуаций, в которых нет реальных победителей и нет смысла. Потому что карта заживления, карта исправления. Но если конфликт опять кто-то подкинет, или вы будете в нервозном состоянии и не остановитесь, это плохо. Вот так. Это плохо. Да. Немножко для себя, кстати, беру. Мне самой себе гадать, как я уже говорила, на раскладах нельзя. Бабушка так говорила. А вот когда читаю энергию следующей недели для вас, ну, для себя тоже беру что-то из этого расклада. Ну, как бы, как для всех, да? Это ваш расклад, а я вот для себя тоже что-то ловлю. Ну и тоже где-то буду внимательнее. Кстати, если ты понял, да, если ты поняла смысл расклада на следующей неделе, то ты получаешь билет в какую-то удачу, как выигрыш какой-то получаешь. Это карта победы. Так, по поводу, ну вот, ты еще и в 4 стихиях находишься. Опять 5. Опять 5. Все-таки есть двойственность. И хорошо, и не очень. Смотрите, кто-то может действительно попытаться самоутвердиться за ваш счет. 3 кубков и вас ввести в пустоту, отобрав у вас победу будущего, да, и какую-то, не знаю, какую-то работу, мысли, должность, еще чего-то, деньги, да. Вот кто-то очень сильно вам завидует, или кто-то очень сильно хочет вам навредить, или просто украсть у вас что-то. Потому что вы сейчас в стихии мага находитесь, на пути к победе. Но, видите, здесь идет опять же пустота, воровать, чтобы вот, ну, как будто вас кто-то хочет обворовать. И да, вы где-то знаете этого человека, где-то предполагаете, кто это может быть. Даже если этот человек вообще далеко, и вы не знаете его имя, но вы предполагаете, что это такое может быть. Так что кто-то может попытаться самоутвердиться за ваш счет, втянуть, кстати, вас могут в грязный спор, да, могут. Острый момент в том выражается, что даже если ты победишь в споре, отношения могут быть разрушены безвозвратно. И с работой, и с будущим, и с мужчиной. Ну, если мужчина, смотрите с женщиной, девушкой. Я думаю, вы понимаете, да, о чем карты говорят для вас. Лучшая стратегия недели с 9 по 15 марта — уйти от удара.
Не вступать в борьбу с людьми, которые играют не по правилам. Беречь свою энергию для создания, а не для битв с ветряными мельницами. Вот какой острый момент. Тоже подтвердил все остальное. Король Пентаклей, королева Пентаклей. Уделите внимание своим действительно нужным моментам, где вы хотите ухватиться и забрать свою победу. Не ругайтесь, не спорьте, не сердитесь, но не верьте всем подряд. Проверяйте. Давайте посмотрим стихию, что она скажет из совсем другой колоды, да? Сомнения. Ох, неделька будет интересная. Даже эта карта. Интересно, что там. Интересно, что там. Вот в этой гексаграмме, да? Ну, карта сомнения. Неясность, колебания и бессмысленность. Да? У каждого бывают сомнения и метания, но, проходя через них, человек обретает силы. Вам не надо в них запутываться, вам надо их обойти и обрести свои силы, понимание, держась за свое. Никому свое не отдам. Даже эта карта сказала. Ну и давайте гексаграмму. Суд. В споре рождаются лишь новые споры. Ну, если по названию, сейчас буду читать, то, в принципе, здесь уже даже название тоже по вот этому всему. Ох, карты сходятся, как же хотят с вами реально поговорить. Читаю. У вас наступает сложный период в отношениях с окружающими. В ближайшие несколько месяцев... Ну, здесь как бы расклад на неделю, хотя и руны эти можно, то есть руны гексаграммы можно и на год раскладывать, да, один раз в месяц, допустим. Но я беру на неделю, поэтому давайте менять, да, на неделю. У вас наступает сложный период в отношениях с окружающими. В ближайшую, ну вот в эту неделю, да, вам будет трудно находить с ними общий язык. Еще раз повторюсь, почему говорю неделю, потому что я загадывала неделю и взяла просто эту карту. Переписать-то ее не могу, но ответ на неделю. На следующей неделе новую гексаграмму возьмем. В ближайшую неделю, в общем, в эту неделю вам будет трудно находить с ними общий язык. Приготовьтесь к непониманию, ссорам, конфликтам. Кто-то будет намеренно стараться вывести вас из себя. Боже мой, это же надо то, что здесь просто вот. И я не знаю, кто со мной давно, вот такого давно не было в гексаграммах. Очень давно. Кто-то будет намеренно стараться вывести вас из себя. Будьте терпимы. Особенно терпимы или терпеливы. Тут терпимы написано. Особенно же избегайте споров об имуществе. В них вы гораздо больше потеряете, чем приобретете. Успешными будут лишь ранее начатые дела. Новые же столкнутся с рьяным противодействием недругов. О как! Так, плоховато видно. Даже победы вам могут достаться такой непосильной ценой, что будут сравнимы с поражением. Самостоятельные начинания потребуют слишком много затрат, поэтому действуйте не в одиночку, а заодно с кем-либо. Тогда ваши замыслы исполнятся. Все-таки вот все как тут, так и тут. Видите, есть те, которые действительно будут вас куда-то толкать, есть, которые захотят отобрать у вас, не знаю, какие-то денежки или проекты. Есть то, что, да, хочется какого-то достижения, но потом раз и понимаешь, нет, здесь все-таки поражение, зря я вот так реагировала. И даже тут карты говорят, успокойся, да, успокойся. Займись чем-то, что
было отложено когда-то. Но и в то же время не забывай о будущем, но не борись, а просто иди. Да, просто иди, потихонечку, потихонечку иди, чтобы никто не смог столкнуть тебя с большого-большого перспективного начинания и получения. И да, карты тоже тут говорили, с кем-то вы будете говорить, но не ругаться, не выяснять. Если начинается все, давай попозже, давай попозже. Вот что-то в этом роде. Что-то в этом роде. Что еще тут? Самостоятельное начинание потребует слишком много затрат, поэтому действуйте не в одиночку, а заодно с кем-либо. Тогда ваши замыслы исполнятся. Да, можете вот приблизить немножко, ну, сделать скриншот и прочитать. А давайте посмотрим, сейчас я классику опять возьму и так по-быстрому, да, посмотрим субботу. 14 марта. Вот что она даст? Хочется же иногда все-таки после всего, что здесь сказали карты, хочется отдохнуть, расслабиться или все-таки опять же быть в напряжении. Что карты скажут? Именно суббота, 14 марта. Что она даст? Справедливость, мечты, колебания немножко, выход из каких-то сложностей, трудностей. Ну, какие-то новые дела, встречи и умеренность, да. Кто-то из родственников, ну, куда-то вы помчаться можете, да, кто-то из родственников, ну, или друзей, может быть и такое, или друзей может неожиданно пригласить вас, ну, какое-то домашнее застолье, допустим, какой-то, может быть, семейный обед или небольшую вечеринку. Это будет атмосфера искреннего гостеприимства, ну, когда собираются все свои. И да, в принципе, по справедливости вы будете ожидать, может быть, чего-то другого, но если вы будете спокойны и не реагировать, да, на что-то слишком сильно, а просто воспринимать это все, ну, так, как вам надо, да, чтобы вот горел вот огонек, это жезловый рыцарь, рыцарь огня. И получается, что да, вы сможете наконец-то расслабиться по умеренности, по справедливости, вы сможете расслабиться. Получите какие-то хорошие новости, сюрприз какой-то, да, будет. Опять же будете обсуждать какие-то покупки, какие-то дела, может быть, семейного типа, да. Ну, такое. Вот. Какие-то покупки, дела, дороги, мечты какие-то вот по кубковой семерке. Обсудите какие-то сложные моменты, но, опять же, только если будет уверенность и спокойствие, просто болтовня, тогда это нормально. Но если вы будете нервничать, вы получите головную боль, даже в субботу. Так что успокойтесь, радостная встреча может быть, хорошие новости могут быть, праздник без повода может быть в субботу. Главное, чтобы вы были спокойны. Тогда вы получаете свое, то, что да, вам нужно, и то, что, вот как, знаете, как бросаешь монетку в автомат, да, и потом водичка наливается, да, ну или что-то такое, или покупка какая-то делается. Вот, бросайте монетку на свою удачу, и вы получите то, что хотите, но не себя не бросайте, вот как-то так. Ну все. Да, кстати, если вы едете к кому-то в гости, все-таки, да, вас, да, ждет теплый прием. А ну еще. Ну, в принципе, да. Как раз-таки 14-го можете либо куда-то съездить, либо кого-то пригласить. Но успокоиться и просто расслабиться лучше всего будет. И да, есть люди, и вы знаете, кто это, кто даст вам почувствовать, что ты желанный гость, ты будешь в заботе и
Ну и в каком-то успокоении. Нет, я больше не буду говорить сегодня. Даже эти карты повторяют. Не спорь, не кричи, вы сами видите. Успокойся, возьми себя в руки, и ты получишь большие перемены себе в удачу. Если будешь все-таки нервничать и что-то потеряешь, то перемены будут не очень хорошие. А надо, чтобы они были хорошие. Поэтому успокойся и делай свои дела. Я не знаю, что еще сказать серьезно. Хотела даже вот тут уже по 14 марта хотела вытащить, да. А что ж тут будет, как да, отдохнете, но все-таки тоже будьте внимательны, даже здесь, даже выходные. Вот такая вот неделя. Вот такая вот неделя. Ну, посмотрим, что будет на следующей неделе, после 15 марта, да. Посмотрим. Очень, кстати, хочется посмотреть даже вот я для себя, да, вот вам буду все делать, но для себя тоже, так как и вам тоже, да, вот хочется вместе с вами посмотреть это, что же будет после вот всего, что я сейчас увидела и прочувствовала здесь. Хочется чего-то хорошего, хочется весеннего, хочется какого-то солнечного, да. Кстати, по поводу погоды. По поводу погоды будьте аккуратны, да, могут быть снегопады у кого-то туман, у кого-то, ну как, солнышка мало, да. И да, холодновато будет. Вот такое еще по луне. Вечером одевайтесь еще теплее, рано утром тоже, поэтому не заболейте. Такое тоже есть. А хочется весны теплой, да? Будет. Обязательно будет. Все, оставайтесь со мной. Давайте встретимся по Таро прогнозу на следующей неделе и просмотрим ту неделю. А другие темы я уже скоро открою, так что тоже можете оставаться, приходить ко мне в гости. И мы поговорим на какие-то интересные судьбоносные темы по поводу ваших отношений, вашего будущего, ваших врагов каких-то тоже рассмотрим. Всего доброго, хорошего вам, берегите себя. Ну, подсказочки хорошие. И дай Бог, чтобы реально эти подсказки сработали на исправление собственной ситуации в белую лошадку. Все. Увидимся, услышимся, на связи.